Приветствую! Сегодня мы поговорим о наиболее простых, они же уже готовые фабричные решения для управления светодиодной лентой, а именно адресной светодиодной лентой. И сделаем мы это на примере воротника для бомбера из Киберпанка 2077. Хотел бы сразу извиниться за то, что я вроде как вам пообещал, что следующие видео будут про Дэдпула, но мы закончили этот проект и решили, что надо немножко побыстрее выпустить именно его. Поэтому давайте немножко внимания уделим тому, чего у нас в результате получилось. Что у нас в результате получилось? А получился у нас бомбер из Киберпанка. Первое, что бросается в глаза, это, разумеется, цвет. Видео о более классической версии у вас сейчас всплывет вот здесь. Мы его тоже снимали. Также на бомбере отсутствуют шалобушки, они же банки, которые должны располагаться на плечах. На данном моменте уже более внимательные, наверное, заметят, что провода не подключены. И вообще, если честно, это все пока приклеено просто на двухсторонний скотч, так же, как и спинная пластина. О ней, кстати, тоже у нас есть видос, и вот теперь он, наверное, тоже всплывет. Пластина не закреплена, не покрашена, в общем, прямо из-под принтера. Отсутствует принт на спине, отсутствует надпись «Самурай» на воротнике. На втором плече, соответственно, шалобушек тоже нет. Красный цвет. В общем, все это на самом деле пожелания заказчика. То есть мы можем вносить абсолютно любые изменения, и пожелания заказчика были именно таковы, вплоть до того, что мы не доделывали какие-то именно элементы. Он, в данном случае она, по каким-то причинам своим решила, что заканчивать куртку будет самостоятельно. Вернее, ей интересно закончить, нанести надписи и, в общем, приложить свои руки к данному изделию. Мы ничем не перечим. Есть такое желание, мы предоставляем такую возможность. Единственное, что я вам не показал, как же работает вот этот прекрасный воротник. Видео о предыдущей версии воротника у вас сейчас всплыло на экране. Там показан его функционал. В данном же случае мы лезем в кармашек, где будет располагаться пауэрбанк, и рядом находим небольшой приемник, который у нас подключается к воротнику. И именно эта деталь — тема нашего сегодняшнего разговора. Для удобства мы перенеслись на стол, а для лучшего понимания давайте быстренько проговорим, что же такое адресная светодиодная лента. По сути дела, это та же самая RGB светодиодная лента, то бишь в каждом диоде находится 3 отдельных маленьких диодика, соответственно, красный, зеленый и синий. И это позволяет каждому диоду светиться различными цветами, практически полностью покрывая видимый спектр. В чем же разница с адресной лентой? У адресной ленты есть одно большое преимущество. Она каждый диодом может управлять в отдельности, то бишь в одном конце ленты диод может светиться синим, в другом красным, что не умеет обычная светодиодная RGB-лента. Как вы уже, наверное, догадались, именно такая лента, и об этом я говорил вот в ролике, который сейчас всплыл, именно такая лента используется в нашем воротнике. Но такой лентой, разумеется, нужно управлять. Управлять ей можно разными способами. Можно написать свою программу на микроконтроллере и так далее и тому подобное. Но есть при этом и готовые решения. Про них мы сегодня, собственно, и разговариваем. Основных решений для управления адресной светодиодной лентой всего два. А именно, это проводное решение и беспроводное решение. Проводным решением являются примерно такие платки небольшие. Как вы видите, они схожие со всеми остальными. Разница только в том, что на ней 3 кнопки. Благодаря им вы выбираете режим,
выбираете яркость свечения, включаете, выключаете. В общем, все вам приходится делать ручками, нажимая непосредственно на кнопочки, расположенные на данной плате. Следующая группа решений – это беспроводные модули. Так как проводной, на мой взгляд, имеет достаточно узкое применение, потому что вы не будете каждый раз лазать в карман, чтобы переключить эффект или цвет, например. Поэтому их мы отметаем сразу. Остаются беспроводные решения. Их всего 3. А именно, это при помощи пульта, при помощи Bluetooth, он здесь не лежит, потому что он используется в данный момент в куртке. И также передачи через Wi-Fi. Wi-Fi из соображений мобильности нам не подходит, поэтому мы остановимся всего на 2 решениях. А именно, еще раз повторюсь, это пульт или это Bluetooth соединение. Видеоинструкция по работе с пультом у нас есть, и я поэтому только чуть-чуть быстро пробегусь и заодно покажу, как это работает. Ну, с пультом, я думаю, все понятно. Есть модуль. Давайте сразу вообще покажем, как это все работает на нашем импровизированном стенде. Есть стандартный разъем. Он даже, если вы покупаете целую катушку, он даже сразу припаян к ленте. Такой же стандартный разъем есть на небольшой вот этой платке. Кнопочек уже на ней в этот раз никаких нет. Мы его подключаем непосредственно к ленте. И вторым концом подаем на него питание. Кстати, опять же, похвастаться. Пауэрбанки сделали мы тоже под дизайн Киберпанка. Питание подается стандартное 5 вольт. Есть еще светодиодные ленты на 12, по-моему, и 24 вольта. Но удобнее всего, чтобы пользоваться стандартным пауэрбанком, это просто наша наклеечка на нем, удобнее использовать именно 5-вольтовые адресные светодиодные ленты. И у нас есть пульт, который, думаю, тоже опять же всем понятно. Он включает ленту, включает автоматический режим. Здесь есть стандартные цвета, об этом на видео подробно рассказано, другом с инструкцией именно к пульту. И умеет переключать разные режимы анимации. Сейчас я вам домотаю до чего-нибудь приличного, и мы продумаем, вот, например, вот такая. Пульты бывают в разных исполнениях. Вот, например, я вам специально положил это на 21 кнопку, это на 14 кнопок. Мне больше всего удобнее и нравятся пульты на 21 кнопку. Здесь самый большой выбор цветов, но при этом все равно у нас режимы приходится переключать поочередно, только 2 кнопками. И вам придется примерно запоминать, сколько надо отмотать режимов, чтобы получить какую-то анимацию, которая вам наиболее нравится. Есть небольшой нюанс. Как правило, пульты бывают 2 видов. Это RF, то бишь радиочастотные, и инфракрасные. Инфракрасные, на мой взгляд, нам не подходят, потому как они требуют прямой видимости между приемником и передатчиком. Как пример, инфракрасные пульты – это пульт от телевизора. То есть вы должны взять телевизор, направить на него пульт и нажать. Иначе пульт не срабатывает. В данном случае используются радиочастотные пульты. Как вы видите, написано RF – Radio Frequency. То же самое написано и на данной платке. Это такой тонкий момент. Если вы используете этот пульт, он не требует прямой видимости между пультом и приемником. Следовательно, приемник, находясь в кармане, прекрасно работает с пультом, который вы просто нажимаете где угодно. Поэтому лично мой выбор, какая комплектация у нас была, например, к предыдущей куртке, про которую мы снимали, это был пульт радиочастотный и пульт на 21 кнопку, чтобы можно было удобно, например, хотя бы по каким-то базовым цветам переключаться прямо с него.
Но героем нашего сегодняшнего видео является альтернативный способ, а именно соединение с данным модулем через Bluetooth. Как вы видите, на модуле расположен небольшой штрих-код. Отсканировав его, либо подобный же штрих-код и адрес, где это можно скачать, находится в небольшой инструкции, вы скачиваете на свой мобильный телефон или планшет, скачиваете небольшое приложение, которое выглядит... Можно я выключу, чтобы нам это не пересвечивало. Скачивайте небольшое приложение. Сейчас мы подложим, чтобы вам получше видно было. Которое, понятное дело, а зачем я подкладываю, когда я буду все равно вам показывать, которое, понятное дело, управляет вместо пульта нашим воротником, вернее, нашей лентой, которая встроена в воротник. Как вы видите, здесь есть режим цветового круга, то есть мы можем взять, например, выставить зеленый цвет, и воротник у нас перекрасится в зеленый цвет. Аналогичным образом мы по всему кругу можем двигаться и, например, голубой. Это цвета диммируются, то есть здесь можно регулировать яркость. Ну и переключаться между какими-то стандартными цветами, которые примерно так же, как у нас было на пульте, они здесь присутствуют. Также тут есть режимы различных анимаций. Эффектов тут достаточно много. Есть эффект tail, то бишь хвост. На мой взгляд, вот тейлы, они наиболее простые, но при этом наиболее подходящие для киберпанка. Вот, например, у нас есть tail, то есть это как бы импульсы, идущие с передней части на заднюю. Опять же, это tailback. Есть, например, red tail просто. У нас будет тот же эффект, только направленный в другую сторону. На этом этапе я что-то увлекся съемкой различных вариантов анимаций, поэтому, чтобы не затягивать хронометраж, я этот кусочек вырежу и добавлю в бонусную часть. А мы сразу перейдем к остальным режимам. Ну а тем, кому интересно посмотреть на различные анимации, то добро пожаловать, досматривайте ролик до конца. Помимо этого у нас есть еще скорость эффекта, то есть мы можем регулировать быстрее, медленней. И на этом, собственно, эффекты у нас и заканчиваются, настройки эффектов. Помимо этого есть еще дополнительный функционал. Например, мы можем запустить музыку с нашего устройства, и в нашем случае воротник будет устраивать нам дискотеку под запущенную музыку. Либо мы можем подключить микрофон устройства, как вы видите, он реагирует, и воротник будет мигать в такт тому, чего я, например, говорю, и менять цвета. Помимо этого, здесь есть еще запуск по графику, но я сомневаюсь, что вы захотите в случае, например, куртки, чтобы у вас воротник включался просто-напросто сам по себе, там, по средам в полночь. Вот примерно такой функционал существует. И того подведем итоги. У нас есть несколько способов управления. Вернее, мы можем подключить микроконтроллер, написать программу и получить именно тот эффект, которого мы хотим, вплоть до, не знаю, создания экрана интерактивного из отдельных пикселей. Но чаще всего в проекте нам нужен функционал значительно проще. Какой-то небольшой набор эффектов, либо подсветка какого-то конкретного цвета. И, соответственно, городить огород из микроконтроллера, кода для него и так далее смысла большого не имеет, когда у нас есть готовые решения. Я вам вкратце описал, какие решения существуют, но, на мой взгляд, самых удобных решений всего два. Это максимально удобный для вас пульт. По мне, так это пульт на 21 кнопку, чтобы выбор цветов был побольше. И второе решение – это беспроводная связь при помощи Bluetooth через ваше устройство. Если данная тема вас заинтересовала, я могу заказать несколько видов, потому что, насколько я знаю, вот этих модулей
Они бывают от разных производителей, и Bluetooth-модули, скорее всего, у китайцев отличаются по программному обеспечению. Я вам показал тот модуль, который у меня есть на данный момент, но я могу заказать еще несколько штук, и мы посравниваем, посмотрим, на что же они похожи, какой у них функционал и какие удобнее использовать. Ну, я бы лично подобрал для себя, которые удобнее использовать, например, в крафте, как мобильное решение, как носибельное на себе устройство. И на этом у меня уже, наверное, все. Пишите обязательно в комментарии, если тема вам интересна, понравилась. Ставьте лайк. Только таким образом я смогу понять, нравится вам это или нет. И, соответственно, заказать и снять для вас еще видосик с более подробным разбором различных вариантов подобных, на мой взгляд, удобных и простых устройств. Счастливо! Также тут есть режимы различных анимаций. Они все подписаны и пронумерованы. Вот, например, 7 цветов в циане, пробег назад. Тут, кстати, есть еще режимы назад и вперед. И вот у нас идут разные цвета на фоне циана, то бишь голубого, бегут назад. Также есть целый список. Есть стандартные режимы, но они мне не очень нравятся. Например, вот зеленая фигня. Он мелко мигает, и я даже не знаю, камера передаст вам или нет. Есть шторки, так называемые. И не знаю, что под балды. Как вы видите, их достаточно много. И можно, в общем-то, выставить все, что угодно. Вот, например, желтый, циан, фиолетовый, наверное. И вот мы, как мы видим, у нас шторками меняются эти три цвета. Помимо этого мы можем переключиться на некий режим транс, то бишь, скорее всего, это имеется в виду смена цветов. И давайте что-нибудь выберем. Ну вот опять же что-нибудь. Вот 6 цветов в красный. И посмотрим, что у нас получилось. Как вы видите, через красный цвет у нас меняется 6 цветов. Чтобы нам было что-то попонятней, нужно выбрать что-то менее... Ну вот, например, стандартный красный, зеленый, синий. И посмотрим, на что это похоже. Как вы видите, у нас меняются 3 цвета. Также есть эффект вода. Он, в общем-то, похож на эффект поток. Вполне себе понятно, что один цвет плавно у нас вымещает другой. Давайте что-нибудь выберем. Например, желтый. Ну, нам, наверное, с учетом киберпанка-то нужно что-нибудь типа красного выбирать. Ну, вот, например, зеленое, красное с зеленым. И вот у нас идет волнами, как у них написано, водой, красный и зеленый цвет сменяется. Также есть режим Flow, поток. Он, собственно, не сильно отличается, но это лучше, конечно, смотреть вживую. Сейчас я вам попробую воспроизвести, а то и так уже очень долго пробежка по эффектам занимает времени. Как вы видите, эффектов тут достаточно много. Есть эффект Tail, то бишь хвост. На мой взгляд, вот тейлы, они наиболее простые, но при этом наиболее подходящие для киберпанка. Вот, например, у нас есть tail, то есть это как бы импульсы, идущие с передней части на заднюю. Опять же, это tailback. Есть, например, red tail просто. У нас будет тот же эффект, только направленный в другую сторону. Ну, давайте уже закончим. Run. Это сплошная заливка, и по ней бежит полоса какого-то цвета. Вот, например, в данном случае, опять же, похоже чем-то на импульсы, то есть это синий цвет основной, и по нему бежит голубая полоска. Ну и почему-то
китайцы без чудес не обошлись. У них этот раздел поделен на две половины. То есть, если здесь у нас был tail back и tail просто, то здесь у них есть раздел run и run back. Ну и логично предположить, что раздел run back отвечает за движение в обратную сторону. Помимо этого у нас есть еще скорость эффекта, то есть мы можем регулировать быстрее, медленней. И на этом, собственно, эффекты у нас и заканчиваются, настройки эффектов.